Проблема жизни и смерти – это, если можно так сказать, проблема земного и неземного существования. То есть мы должны понять, что существует вечная жизнь. Если мы говорим о вечной жизни, то мы должны понять, а каким же образом она сохраняется. То есть где она находится, так сказать, в чем она заключена. Оказывается, что существует два, опять-таки, как мужское и женское начало существует два способа сохранения жизни вечной. Значит, первый хранитель вечной жизни – это дух человека. То есть это то, что ему подарил Отец. Что такое дух? Ну, можно эту тему развивать очень полно, говоря о том, что существуют монады божественные. Вот, божественная монада заключает в себе, если можно так сказать, копию Творца. И когда Творец создает такую копию, вот, он как бы говорит, вот, иди, живи. И что он дает человеку для того, чтобы он мог жить вечно? Он дает ему весь свой опыт, весь свой вечный опыт, который у него есть. Но он дает его в потенциале. То есть у человека все это есть, но он должен это реализовать. То есть он должен это прожить. Вот. То есть вот первый хранитель вечной жизни – это дух. Дух воплощается, то есть он приходит на землю вот, от раза к разу. То есть человек прожил какое-то время на земле, потом он уходит с земли. То есть что уходит? Уходит, в первую очередь, уходит дух. Вот. И дух уносит с собой весь тот жизненный опыт, который накопился в течение жизни на земле. И эта копилочка, она вечная. То есть после каждой жизни что-то в эту копилочку складывается. И те люди, которые собирали опыт, это как бы наши прошлые ипостаси. Вот. Каждый из них внес что-то такое, да? Вот. И то, что внесено каждым, оно живет в нас постоянно, когда мы воплощены. Мы этого не понимаем. Но есть проявления такие, есть такие люди, которые могут буквально менять свой образ. И таких образов могут быть десятки. То есть есть такие люди, в которых вот этот вот вечный опыт проявляется в виде, что ли, в виде воссоздания вот этих образов прошлых жизней, если можно так сказать. С другой стороны, можно себе представить такую модель, когда мы проживаем все жизни одновременно. То есть все то, что у нас в этом опыте есть, оно все в нас проявляется, а следовательно, мы можем сказать, что мы живем одновременно все жизни. То есть есть много различных моделей представления жизни человека, и каждая из них несет в себе определенный информационный смысл. Вот. Значит, первое хранилище вечной жизни – это дух. Второе хранилище жизни – это род. И у славян, у них существовал Бог род. Что это значит? Это значит, что в роду или в роде существует тоже накопление опыта, накопление знаний. Но спрашивается, какие знания хранятся в опыте рода? Оказывается, эмоциональные знания. То есть существует два вида знания. Существует знание в виде мыслеформ, и существует знание или в виде смыслов интеллектуальных. И существует знание в виде эмоциональных состояний, которые были проявлены в течение
воплощенной жизни. И что нам дает род? Род нам дает генетику, то есть каким образом будет построено наше тело, какие у него будут возможности. Вот. И что самое главное, да, он нам дает душу. Душа тоже дается в такой форме, которая соответствует, если можно так сказать, прошлому воплощению человека. То есть он должен получить такую душу, которая была не хуже той, которая у него была в прошлый раз. Вот. Нужно сказать, что при каждом воплощении человеку выбирается страна, выбирается социальный слой, выбирается язык. То есть выбирается все то, что ему нужно для наиболее лучшей его реализации. И для приобретения, может быть, нового опыта, которого у него не было раньше. Таким образом, мы можем сказать, что каждый из нас, прожив сотни жизней, побывал и во многих местах мира, вот, побывал в различных ролях, вот, имеет богатый опыт. Но, как известно, так сказать, как нам говорит старое знание, древние знания, существуют варны, существуют касты, то есть есть духи, вот, есть такие души, которые имеют наиболее яркие наработки в определенной области, скажем, кто-то в области управления, кто-то в области получения знаний, кто-то в области ремесленного, так сказать, знания. Вот. И все эти знания совершенствуются, и оказывается, что по отцовской линии наследуется вот эта вот предрасположенность человека к определенному роду деятельности. Это называется произрождение. Вот. Вот таким образом устроена жизнь. То есть, когда дух направляется на землю, вот, он прицепляется к той, скажем так, к той существующей уже жизни, которая зародилась в теле матери, вот, то есть в той душе. К этой душе приходит дух. И еще в ведическом знании говорится, что каждый дух должен найти свою душу, полюбить ее и, так сказать, построить с ней прекрасную жизнь. То есть мы должны вот эти два начала, которые существуют в человеке, которые составляют, собственно говоря, жизнь, да, когда соединяются эти два начала, вот, мы должны эту жизнь прожить таким образом, чтобы и дух, и душа имели у нас одинаковые, если можно так сказать, одинаковые стремления, одинаковые желания, одинаковые векторы целей. Вот. И действительно, каждый человек, который сюда идет на землю, он, грубо говоря, подписывает бумагу, что он будет делать. Вот. Потом приходит сюда и с первым криком все забывает. И ко мне очень часто приходят люди, которые говорят: Леонид Вячеславович, скажите, пожалуйста, какое у меня предназначение? Я говорю: это я у вас должен спрашивать, его у меня. Потому что вы должны это помнить. Вот. И человек говорит: а я не помню. Я говорю: ну хорошо, ты не помнишь. Ну возьми, сделай это снова. То есть пойми, какая цель в тебе, для чего ты родился, какие у тебя способности, к чему у тебя больше лежит душа, что ты, чем бы ты хотел заняться. Вот. Грубо говоря, у каждого человека есть, если можно, как говорят фигуристы, обязательная программа, да, то есть мы должны воспроизвестись, то есть что мы должны сделать? Мы должны продолжить жизнь рода. Значит, уже в детстве человек начинает думать о том, как его жизнь закончится. И каждый ребенок рано или поздно говорит себе, что он не умрет. То есть люди начинают уже с детства бояться смерти.
Моя внучка, например, уже всех выстроила по возрастам. Вот в каком порядке все должны уходить. Вот. И эта картина, она на самом деле есть в голове у каждого человека. Но если мы будем смотреть вот на жизнь как на явление вечное, то тогда получается, что когда мы уходим из этого пространства, из физического пространства, вот, то мы попадаем совершенно в другое пространство, и там эта жизнь продолжается. То есть фактически смерть – это смена мерности пространства. Вот. И с этой точки зрения уход из жизни – это на самом деле прощание только с теми реалиями, которые нас окружали вот в этой нашей физической жизни. Но мы приходим потом в другой мир, и вот та жизнь, которой мы жили, она уже не очень интересна. Мне, например, приходилось разговаривать с людьми, которые уже ушли из жизни. Вот. Первым таким человеком была моя тетка, моя крестная. Вот. Я ее спросил, я говорю, ты довольна своей жизнью? Она сказала, нет. Я говорю, почему? Потому что я ничего не сделал из того, что должна была сделать. Это был замечательный человек. Но она не думала вот о той цели жизни, которую она себе поставила, когда она сюда шла. Вот. Потом у меня был разговор тоже с одним человеком. Это представитель дипкорпуса Советского Союза. Вот. Очень сильный человек. Я его классифицировал как ангела воплощенного. Вот. У меня тоже с ним был такой разговор. Он умер от рака. Вот. Я говорю, вы довольны своей жизнью? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Вы ничего не сделали? Нет, я не сделал того, что я хотел. То есть это совершенно другой подход. То есть у человека есть цель жизни, вот, и он сознательно живет. То есть есть жизнь осознанная, а есть жизнь неосознанная. Это очень важный показатель. И когда человек не осознает себя, как правило, он не видит и цели своей жизни. А если он не видит цели своей жизни, ну как он может прожить жизнь хорошо? Он же не понимает, какой должен быть результат и как нужно выбрать средства, чтобы сделать лучше. Вот. Ну, существуют так называемые послесмертные ритуалы. Это там 3 дня, там 9 дней, 40 дней. Вот что это такое? Фактически это время существования в некой, скажем так, в некой реальности, которая подобна беременности. Вот, то есть человек готовится выйти, жить в другой мир, не такой, как наш. Вот, это, можно сказать так, между воплощением физическим у него тоже есть определенное существование. Люди, которые общаются с теми, кто там, могут общаться с теми, кто там живет, они могут об этом рассказать, какое там существование. Там существование безбедное, не то, что здесь. Вот. Ну и здесь можно быть счастливым, если правильно понимаешь свою цель жизни и добиваешься того, чего хочешь. Вот, поэтому думать о том, что жизнь кончается вместе с последним вздохом, вот, это есть просто невежественное представление о божественной структуре человека, о его божественной сущности, вот, о том, что он вечно живой. И что очень важно, что очень многие события его сегодняшней, нынешней жизни определяются на самом деле тем, что он сделал в жизнях прошлых. Ну, грубо говоря, это не он сделал, это сделали его предшественники. Вот. Но он в данный момент воплощен, и только он может что-то изменить.
То есть этот мир создан как раз для того, чтобы старые грехи убрать, да, то есть убрать свою карму. Вот, потому что в этом мире она существует. Вот в мире любви ее, можно сказать, нету, а вот здесь она существует. Причем это не наша карма, она нам навязана. Вот она сделана очень просто. Нас поместили в мир насилия и вражды, и заставили жить в этом мире, заставили нас убивать, воевать. Вот, а мы предназначены совсем для другого. Мы предназначены для творчества. Мы, в принципе, волшебники, вот, но у нас эту возможность отняли постепенно, опустив наше сознание на очень низкий уровень осознания себя. Поэтому каждый человек должен представлять себе и вечную жизнь, и жизнь эту, и понимать, что существуют разные пути и разные достижения и вот в этой самой вечной жизни, и в той жизни, в которой мы живем сегодня. Поэтому смерти как таковой нет, а есть просто изменение условий существования. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.